Здравствуйте, дорогие зрители! Это видео я решила сделать немного другого формата, отличного от того, что я обычно делаю. Данный выпуск будет посвящен истории одежды. И не какой-либо, а женской одежды на Шри-Ланке. Так как некоторые факты из ее истории мне действительно очень интересны. Мне, в принципе, очень интересно путешествовать в разные страны, интересоваться местной историей, традициями и обращать внимание, как это связано с местной одеждой. Ведь кроме своего практического предназначения, одежда имеет также социальную, культурную, психологическую роль. В наше время на Шри-Ланке в обыденной жизни каким-то чудесным образом сосуществует современная одежда бок о бок с традиционной, которую тут носили столетиями. Путешествуя до этого по Европе, где сейчас люди уже давно не носят свою традиционную одежду, мне было невероятно интересно наблюдать за тем, как в Азии она действительно до сих пор актуальна. Местные женщины и мужчины ходят в ней на работу, вечером в рестораны, в магазины и даже в супермаркеты за продуктами. Путешествуя по острову по самым разным городам и деревням, как иностранка, я почувствовала на себе, насколько для местных важно придерживаться местных традиций в одежде. Меня заинтересовало то, что, заходя в храмы, я иногда даже видела фрески с полуобнаженными девушками. Спросив об этом местных, мне говорили, что это традиционная ланкийская одежда, которую раньше носили. Мне стало интересно, потому что я уже как-то слышала, что раньше ланкийские женщины ходили топлес, и это считалось нормальным. Мне было очень сложно вообразить такое, потому что сейчас Шри-Ланка очень консервативная страна. Дело в том, что когда во времена колонизации на остров прибыли португальцы, за ними голландцы и позже британцы, именно они оказали большое влияние на такие грандиозные изменения в сознании местных. Европейцы объяснили островитянам, что такой вид неподобающий и ходить так непристойно. В итоге местная одежда сильно трансформировалась под влиянием колонизаторов, но при этом местные традиции никуда не исчезли. Они просто тесно сплелись с европейскими. В начале 20 века на острове все еще оставались некоторые племена, продолжающие ходить, как это было принято до прихода европейцев, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные в те времена европейскими исследователями и путешественниками. А если углубиться в историю Шри-Ланки и посмотреть, как одевались в древние времена местные жители на протяжении нескольких тысяч лет, как, например, один из древнейших местных народов Веды, то ввиду местного жаркого и очень влажного климата это была набедренная повязка на талии у мужчин, и у женщин это был кусок ткани, простирающийся от пупка до колен. Сегодня одежда вед более закрытая. Мужчины носят короткий саронг, простирающийся от талии до колен, а женщины носят одежду, аналогичную сингальской диареда, которая простирается от линии груди до колен. Кстати, диареда — это, в общем-то, ланкийская такая вот одежда для принятия душа. То есть, вы можете наблюдать, то есть это, по сути дела, полотенце, которым обматывают девушки свое тело для того, чтобы принять душ, потому что у ланкийцев в деревнях очень часто нету душа в доме, и они приходят вот в такое как бы общее место, общий душ для деревни и принимают душ там, вот в данной одежде. На скале Сигирии сохранились фрески VI века нашей эры. Можно предположить, что они могли быть первой фотографической записью того, как были одеты ланкийские женщины того времени. Есть теория, что это апсары,
духи облаков и воды. Если это действительно так, то художники, скорее всего, выполнили изображение на основе того, как выглядели тогда местные женщины. Другая теория гласит, что фрески представляют собой изображение дам королевского двора, которых обслуживают фрейлины на религиозном обряде. Королевские дамы одеты в ткань, изящно задрапированную, как тхоти, завязанную спереди узлом и опущенную вниз, чтобы обнажить пупок. Выше талии они ничем не прикрыты, кроме множества украшений, свободно демонстрируя обнаженную грудь. Фрейлины носят поясную одежду, немного украшений и плотную ткань вокруг груди. Фрески Сигирии иллюстрируют первоначальное отсутствие социальных табу в отношении женской одежды. Но еще в доколонизаторские времена ланкийская одежда претерпела влияние различных местных культур. Неизвестно когда, но в определенный момент полуобнаженное тело стало табу в индуистско-буддийском обществе. Ученый по имени Кэббелл, живший в 20 веке и изучающий историю острова, в своей книге, описывая Джафну, север Шри-Ланки, цитировал Марко Поло, итальянского купца и известного путешественника, посетившего Джафну в XIII веке. Тогда Джафной правил яванский полководец, король Чандрабхану, или, как его еще называли, Сендезнакс. Правит король по имени Сендезнакс. Люди поклоняются идолам и независимы от любого другого государства. И мужчины, и женщины почти полностью обнажены, только обернувшись тканью вокруг средней части их тел. В XIV и XV столетиях было все еще принято оставаться с непокрытым телом, но только дома. А чтобы выйти из дома, женщинам необходимо было прикрыть верхнюю часть тела. Непонятно, как так сложилось, что в XIV веке в индуистско-буддийской культуре появились подобные изменения в женской одежде, так как, в принципе, стыдливости и пуританства не было в аутентичной традиции индуизма и буддизма. Единственное, что можно отметить, что в первой половине XIV века на местную культуру оказывало большое влияние мусульманское общество во времена правления мусульманского Курунегальского королевства. А начиная с XVI века уже оказывалось значительное западное влияние, что побудило ланкийских женщин быть более консервативными в своей одежде. С приходом португальцев женщины стали носить жакеты с рукавами и V-образным вырезом на спине и спереди. Но это главным образом происходило вдоль побережья, среди женщин высшего класса, высшего общества, под влиянием распространяющегося тогда христианства. Большая же часть острова не поддалась португальскому влиянию, о чем писал доктор Фернандо де Керес в своей книге «Временное и духовное завоевание Цейлона». Такова одежда Господа и вельмож, потому что у солдат, земледельцев и других простых людей нет другой одежды, кроме ткани, которой они обматывают голову, и небольшого шнурка вокруг чресел, с которого свисает кусок ткани шириной с ладонь и длиной с локоть, конец которой привязан к той же веревке, покрывающей их естественную наготу. В середине XVII века под влиянием пуританских голландцев кружевные воротники, оборки, манжеты и подол стали широко использоваться. А в конце XIX века ланкийцы стали носить блузы с воздушными широкими рукавами и штаны под влиянием Запада. Но в целом ланкийцы продолжали носить кусок ткани, обмотанный вокруг талии, которая ночью служила покрывалом. Женщины обматывались половиной такого длинного куска ткани вокруг бедер и ног, а второй половиной ткани укрывали плечи, чтобы пойти на работу. Но в то время как в XIX веке в южной части острова мужчины и женщины стали более консервативными, в королевстве Канди, в Кандианском королевстве, многие женщины и мужчины из небогатых сословий продолжали ходить с оголенной грудью, вне зависимости, дома ли они или на улице, вплоть до конца XIX века.
Еще интересный факт, что важно вот упомянуть, это то, что на север Шри-Ланки большое влияние оказала Южная Индия, так как тамилы, этническая группа, проживающая на севере острова, пришли сюда с Индии. И традиционно тут и мужчины, и женщины ходили топлес. Женщины могли задрапировать тканью плечи, но под тканью не было другой одежды, прикрывающей грудь. С приходом европейских христиан, сначала португальцев, а потом голландцев и позже британцев, встревоженных видом оголенной женской груди, женщины и девочки стали одеваться в более закрытую одежду, хотя общий местный, яркий разноцветный стиль все-таки сохранился. В конце XIX века, начале XX в буддизме и индуизме на Шри-Ланке произошли значительные реформы под влиянием пуританской викторианской морали, в связи с чем ланкийцы оказались немного в замешательстве, начав верить тому, что они должны прикрывать тело, насколько вообще максимально возможно, согласно традициям. Но согласно чьим традициям, тут не совсем понятно, ведь на самом деле исконные традиции индуистско-буддийской культуры на Шри-Ланке были противоположные. На сегодняшний день ланкийские женщины не одевают даже купальники, плавая в океане. Их плавательный костюм состоит из штанов и футболки, целью которых является оставить тело максимально закрытым. В такой одежде сложно заходить в воду и двигаться в ней, поэтому женщины чаще всего просто стоят в океане, где мелко, и просто мочат ножки. А в жару женщины также ходят в закрытой одежде, несмотря на то, что в ней может быть невыносимо жарко. Также ланкийцы, особенно более обеспеченные, стремятся покрыть себя одеждой еще по одной причине, чтобы избежать загара. То есть под влиянием западной культуры им кажется, что светлая кожа – это более красиво и более благородно. В то время как еще, казалось бы, 100 лет назад на острове еще были места, где люди ходили так, как им комфортно в этом климате, а каких-то 500 лет назад никому и в голову не могло прийти, что на острове, где лето 365 дней в году, в естественном загаре есть что-то некрасивое или неблагородное. И что тело надо покрывать, иначе это будет неподобающий вид. Всем нам известно, в принципе, насколько строгие были пуританские нравы во времена викторианской Англии. То есть бывали случаи, когда английские дамы выходили замуж, не понимая даже откуда на самом деле берутся дети, просто потому что эта тема была настолько табуирована, и о ней было непристойно говорить. Так что даже бывало, что в первую брачную ночь девушки в ужасе сбегали от своего мужа к своим родителям, искренне не понимая, что те от них хотят, чего те от них хотят добиться. Но вот прошло 100 лет, и в Великобритании, и вообще, в принципе, на Западе уже совсем другие нравы, в то время как на острове, где к традициям относятся с особым уважением, местные ланкийцы встречают западных туристов и порой с ужасом наблюдают, насколько нетрадиционно выглядят европейцы и американцы. За исключением Коломбо, где люди более прогрессивные, в остальной части острова люди старательно сохраняют свои традиции от влияния современного Запада, даже не отдавая отчета, что именно Запад когда-то привил им эти самые традиции. А исконные ланкийские традиции были как раз совсем другие. Это интересный момент. Как по мне, это не плохо и не хорошо, просто так есть, и к этому надо относиться с уважением. Более глубоко обсуждать эту тему, ее плюсы и минусы я, в принципе, все равно не имею права, потому как, в принципе, недостаточно компетентна в этом. Но как художник и ценитель эстетики, я хочу сказать, что получила огромное удовольствие, просматривая старые фотографии ланкийцев в одежде как после христианского пуританского влияния, так и до.
И я искренне восхищаюсь тем, как, несмотря на такое сильное влияние, местная аутентичность Шри-Ланки все равно никуда не исчезла. Она сохранена и прочно сосуществует в этом современном мире. Как по мне, это просто фантастика. Огромное спасибо вам за просмотр. Это видео получилось совсем не в таком формате, каком я обычно делаю видео, и на это ушло гораздо больше сил и времени, но мне этот формат действительно интересен, и, возможно, время от времени я буду делать подобные выпуски. Спасибо за просмотр. Очень рада видеть вас среди своих подписчиков. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Отличного вам дня.